Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Это мужские брюки трикотажные. Мы сегодня будем латать протертости. Специально подложила светлую ткань, чтобы вы могли увидеть масштаб нашей работы. Здесь также присутствуют мелкие дырочки и будем латать. Это задняя часть, передняя часть, шаговый шов. И он также у нас разорван. Видите? Здесь у нас вариант какой? Мы можем распороть шаговый шов от середины примерно по 15 сантиметров, чтобы нам было удобнее делать стежку. А можно прошивать прям так заплатку, но предварительно прошить вот эту рвань. Не все могут себе позволить купить новые брюки. У некоторых проблема с этим. Толстые ляжки и быстро брюки протираются. Тем более сейчас зима, и под курткой не видно, что там находится промежду ног. Торчит что-то. Видно или не видно? Приступаем. Шаговый шов у нас прошит с вами на оверлоке. Он буквально 0,4 мм. Если мы его срежем, мы много не потеряем. Мои дырки располагаются прямо возле шва. Они прям входят в шов. Поэтому, когда мы будем делать стежку, вот этот шов нам будет мешать. И поэтому я его сейчас немного срежу. Если бы вот эти протертости были как здесь, высоко, то шов я бы не трогала. Я положила бы заплатку и начала делать стежку. Посмотрите, срезала прям по шву, совсем немного. И вариант первый. Вы можете вот так сложить друг к дружке и проложить строчку простую и зигзагом. С одной стороны и с другой стороны. Но где гарантия, что со временем это все не разорвется? Нам понадобится ткань в цвет. Наложила ткань на больные места, но зафиксировала и булавками с лица. У нас с вами есть вот такие нитки. Они нам абсолютно не нужны. Мы их срежем. Если их было бы больше, можно было бы оставить. Делаем ровненький край. Всю бахрому мы с вами убираем, отрезаем. Нам она не понадобится. Дырки наши сильно мы вот так не растягиваем. Кладем так, как они ложатся, как они должны быть. И фиксируем булавками. Но булавкой фиксируйте, видите, чуть-чуть на расстоянии, чтобы при стежке нам булавки не мешали. Приступаем. Делать стежку можно как простой строчкой, так и зигзагом. Я буду на зигзаге. Ширина стежка у меня 2,5, но это будем смотреть по ходу работы. Поставила лапку для штопки, для свободного хода. Начиная штопку, по кругу нашей дырки прокладываю строчку. Тем самым фиксирую нашу нижнюю ткань, несмотря на то, что у нас есть булавки. Ну а потом уже прокладываю рядом строчки и по ней начинаю стягать, стягать, стягать. Вы досмотрите видео до конца, потому что будет два варианта стежки, и какой вам больше понравится, какой будет аккуратней, и, может быть, вам будет удобней так делать. Кому интересна такая тема по ремонту одежды, у меня есть специальный плейлист «Ремонт одежды». Там я удлиняю, укорачиваю, перешиваю, что-то отрезаю. Загляните, посмотрите. Там даже есть, как удлинить рукава на шубе. Всякие варианты. Может, кому-то это и пригодится. Не обязательно бежать в ателье и нести что-то там, отрезать, подшить, переделать. Ведь это все можно сделать своими руками, была бы машинка или было бы желание. Девчонки и мальчишки, не бойтесь заниматься такой вот именно грязной работой. Ведь опыт приходит со временем. Даже если вы испортите, да, ну первый блин комом. Такую вещь можно взять и выкинуть, не будет жалко. Но если получится, то потом-то вы будете уже латать, и руку набьете, ваши вещи будут идеально красивые, и никто не увидит, что вы где-то залатали штаны, сделали штопку. Что касается штопки заплаток,
Здесь есть еще несколько вариантов, как это все сделать. Но как-нибудь покажу в других видео. Кто на моем канале в первый раз, советую вам прогуляться по плейлистам. Есть очень интересные плейлисты «Лоскутное шитье», «Декоративные подушки», картины «Текстильная пицца». Посмотрите, какую красоту я иногда делаю. Может быть, и подпишитесь, может быть, будете почаще заходить ко мне в гости на канал. Я всем рада, всем отвечаю. Вы, самое главное, пишите комментарии. Комментарии принимаю абсолютно любые, и негативные, и хорошие. У каждого человека есть свое мнение. Кто хочет высказаться, ради бога, высказывайтесь, я не против. На это и существуют комментарии. Прокладывая строчку, я также захватывала маленькие дырочки, которые по соседству. Так проще, чем отрезать нитку, потом отдельно это все стягать. У меня получилось все одним полотном. Одним швом туда-сюда, туда-сюда. И раз, и все, и мы заштопали с вами. А здесь я сделаю штопку простой строчкой. Туда-сюда, туда-сюда. Кстати, она получается более аккуратная и более такая, ну, нарядная, красивая, менее заметная. Мы с вами закрепили, залатали. У нас лишняя ткань. Лишнюю ткань мы отрезаем по кругу. Большие запасы не делаем. Когда все срежем, лишнее срезала, серединку здесь не стала вырезать, не считаю нужным. И теперь по лицу простой строчкой еще делаем несколько швов. Если вы делаете джинсовые заплатки, джинсы, это же тоже проблематичные брюки. Жалко их выкинуть, и протираются они все равно быстро, хотя он вечная ткань. То советую по кругу вашей дырки сделать заплатку плюс 1 сантиметр по кругу. Желательно обметать или зигзагом, или оверлоком. И прошивать простой строчкой. Тогда зигзага вашего видно не будет. Будет простая строчка, и она будет незаметна. И еще, когда вы латаете такие дырки, то край самой дырки можно подвернуть слегка вовнутрь и проложить строчку. Тоже будет не видно и эффективно. Я прошлась по заплатке свободной строчкой, простой. Теперь сшиваю вместе, складываю шовчик к шовчику и прокладываю строчку и на оверлок. Все, прошлась оверлоком. Этот шов мы всегда прошиваем 2, а то и 3 раза. Это же проблемный шов. Он всегда рвется у мужчин. Да и у женщин тоже. Ну вот, посмотрите результат. Я специально сделала 2 варианта. Простая строчка и зигзаг. И посмотрите, какая вам больше нравится, какая аккуратнее. Когда вы прошиваете простой строчкой, вы видите, это менее заметно. И так же качественно, как и зигзагом. Зигзаг, конечно, строчка погрубее, и она бросается в глаза. Когда вы делаете заплатки, вам не обязательно менять лапку на свободный ход. Можно все делать обыкновенной лапкой. Только вам придется переворачивать изделие, что не очень удобно.
скрутить. Сам процесс у меня занял 15 минут. Тут только задача состоит в том, чтобы подобрать ткань по цвету и нитки по цвету. Остальное все просто и легко. Девчонки, не бойтесь, пробуйте. Главное, зафиксируйте ткань булавками. Да и не обязательно распарывать вот этот шаговый шов. Он нам никогда не помешает. Просто для удобства. У меня было много дырок, и поэтому я его распорола. Ну а на этом все. Пока-пока. Обыкновенное видео, нет варенки от Валентинки, просто ремонт одежды. Но кому-то это пригодится. Вы пишите комментарии, заходите в гости на канал и присылайте смайлики. Пока-пока. Встретимся в следующем интересном уже видео. Пока.